Всем наигроманейший привет! Вы на канале Супергекта, и сегодня я вам расскажу про парфюмы, которые я носила в предыдущем месяце и которые уже ношу в сентябре. Не забывайте оставлять ваше мнение под видео, абсолютно любое, которое у вас возникнет. Оценивайте видео, и если есть возможность, вы также можете поддержать канал финансово. Ну а теперь я вам желаю приятного просмотра и, собственно говоря, погнали! По классике жанра, естественно, мы начнем с предыдущего месяца, это август. Я вам расскажу, что я носила в августе. В первую очередь Acqua di Parma Blue Mediterraneo Fica di Amalfi. Обожаю этот аромат. Он действительно приятно носился летом, и при этом он действительно супер летний, и, честно говоря, не было в планах переносить его на сентябрь, но сейчас, когда я его вдыхаю, наслаждаюсь этим ароматом, вот реально здесь дубовый веник, мне представляются и дубовые листья, ну вот если так вдыхать. Вот аромат свежий, морской, и в общем-то я думаю его на сентябрь все-таки поставить, может быть уделю ему какой-то момент, пока я ношу другие ароматы, но сегодня вот 17 сентября, пока время есть, может денек-два и выделю ему. Посмотрю, бывают теплые дни в сентябре, и вообще мне интересно, как он в холоде будет раскрываться, тоже само по себе. Здесь сладко-свежие ноты, но при этом еще присутствуют какие-то молочные нотки, на мой взгляд. Вроде как ноты кокосового молока или что-то в этом духе. Пахнет инжиром, безусловно. Аромат приятный, интересный. И, в принципе, немного, я бы даже сказала, он шампуневый. То есть что-то такое есть. Можно сказать, что пахнет шампунем, свежестью, да, когда вы там помыли голову, и вот от волос приятно пахнет. Похоже. Дальше, что я еще носила, причем так тоже плотненько. Успела уделить внимание этому аромату. Flower Party и Фраше. Наносила его на себя и кайфовала. У меня и так его мало оставалось, но вот я прям прилично потратила на самом деле. Даже немножко сама удивлена, как так получилось. Здесь была ровно половина, а сейчас половина из той половины. Понимаете? Аромат вообще такой приятный. Я от него раньше так не кайфовала. Он мне просто казался симпатичным, но не более. А то сейчас я нахожу его сильно приятным. Прям... Это сладко-малиновый аромат, но звучит он не как-то просто химозно и так далее, а звучит очень приятно, натурально и просто классный. Не знаю, я бы даже сказала клубнично-малиновый он какой-то, но не дешевый, да, то есть нельзя его дешевым назвать, это точно. Тоже с большим удовольствием его носила. Дальше, про этот аромат я вам уже говорила, это Mat Blanc и Фраше. Аромат очень необычный, здесь соленые ноты, переплетенные с горячим, разгоряченным от солнца песком, где-то на берегу моря, но я так слышу. И при этом время года осень, он достаточно осенний, а также я здесь слышу пожухлую осеннюю листву, причем не вот тогда, когда она такая вся яркая, да, именно пожухлая уже, шуршит под ногами, вот он такой, но это необычно, правда? И именно такой аромат хорошо подошел для поездки на кладбище. Мы ездили на кладбище Пятницкое, навещали могилу Кирилла Толмацкого, и плюс еще так тоже походили там, скоро еще выйдет видео, там отдельно еще запись, так как муж много тоже нас снимал. И я там еще что-то дополнительно снимала, будет так в роликах длинненький, кому интересно, проходите, смотрите. И вот этот аромат, он очень, кстати, подошел к такому мероприятию. Но его я не носила часто, его я носила достаточно мало, один-два раза, если не один, кстати, вот точно не зафиксировала. Далее, достаточно много носила аромат от Faberlic, который называется Pur Toujours. Этот аромат был разработан специально на свадьбу, и я хочу сказать, что да, он на свадьбу хорош. Аромат зеленого чая и белых роскошных цветов. И так и представляется действительно какой-то свадебный день, да, когда невеста в белом, мужчина в костюме, голуби белые, я не знаю, вот все в этом духе. И еще здесь есть древесные нотки.
которые делают этот аромат особенно шикарным и, на секундочку, довольно-таки дорогим. То есть он звучит люксово, он не звучит по-сетевому, невероятно красивый. Я на него прям запала, если честно. Кайфовала. Тоже вот только начала, и уже такого количества нету, да, то есть я не могу сказать, конечно, точно, сколько миллилитров отсутствует, но это потрясающий аромат. Кроме того, данный аромат я перевела на сентябрь и уже его даже поносила. Но хотелось бы также отметить, что в сентябре при холодной погоде, ну честно, он не играет, он не показывает всю красоту, гармонию свою, одновременно вот этот красивый яркий всплеск, да, своей красоты и так далее. Вот это все не играет, он, ну, такой становится более скучненький, если честно. Поэтому, если хотите познакомиться с этим ароматом, узнать его настоящее лицо, то это нужно делать в жару, ну, или, проще говоря, летом. Не только в жару, но и в тепло, да, соответственно. То есть летом, ну и весной. Весной тоже он хорош будет, но не тогда, когда весна еще холодная, а уже такая весна, которая разгулялась, уже больше похожа на лето. Вот тогда он себя показывает в полной красе. Вот такой, какой он есть. Вот, следующий Mancera Wild Fruits, дикие фрукты. Этот аромат я вам, по-моему, если не из видео к видео показываю, у меня здесь 60 мл, уже достаточно тоже потрачено, но если учесть, что я его из месяца в месяц, то есть это с Нового года, на Новый год я себе его подарила, я его использую, то я бы сказала, здесь не так уж много и потратилось, в отличие от тех ароматов, которые только вроде начала, да, даже взять вот этот аромат, насколько здесь, ну, примерно, ну, не примерно, конечно, чуть поменьше, но все-таки, ну, и вот я носила только месяц, да, и даже месяца, может, не было, а тут с Нового года и как бы меньше, да, и не особо потратиться на удивление, хотя я активно им пользовалась. Иногда, ну, за вот это время-то, конечно. Я думаю, это напрямую зависит от распылителя. Значит, здесь распылитель достаточно экономичный, что я считаю, конечно, плюсом. А тут распылитель не такой экономичный, быстро как-то ушло. Да и тут, ну и да и тут, соответственно. Вот, а тут у нас 120, по-моему, не помню. А, вот здесь вот, нет, 75, у меня здесь 75, есть 120 у них. Аромат красивенный. То же самое, что касается вот этого аромата Pour toujours от Faberlic. Именно летом он показывает полную свою красоту. То есть он раскрывается до конца, играет всеми красками волшебства. Я бы даже так сказала, правда. Вы знаете, вот действительно он достаточно универсальный. Брызгал его, ну вообще это унисекс, брызгал его на сына, и вот прямо от сына действительно пахло по-мужски. То есть чувствовала, что аромат мужской. Тогда, когда я на себя его прыскаю, то я чувствую, что на мне он звучит мягче, женственно. Здесь играет большую роль белоцветочность, которая, кстати говоря, не заявлена в нотах, на секундочку, но она здесь есть. Ой, какой же он волшебный. Цитрусы. Сначала идут колкие такие цитрусы, отчетливые. Там маракуйю можно различить, к примеру, ананасик, манго. Но потом переходит в белую цветочность, как я вам сказала, и это звучит просто великолепно. Ну и также здесь есть щепоточка древесинки, которая, ну, как-то вот гармонизирует полностью аромат и делает его цельным. Вот, ну, это, собственно говоря, все, что я поносила в августе. А теперь мы переходим на сентябрь. Здесь много всего интересного. И что-то я ношу, что-то собираюсь. Ну, начнем с того, что еще пока не ношу. Это Gucci Guilty, туалетная вода. Тоже мой подарок себе, здесь 50 мл на Новый год, но предыдущий. Это получается 21, а на 22 Mancera дикие фрукты. И давайте взглянем, в коробке сейчас находится. Ой, ну только единственное, конечно, это очень маркий флакон. Не обращайте внимания, это бесполезно, его протираешь, он потом опять пачкается очень быстро. Флакон не продуманный, не только этим, но еще и крышка вот эта неудобная. Аромат красивый, цветочный. Я бы отнесла к классическим ароматам. Знаете, чем-то мне даже напоминает Lacoste Parfum. Здесь отчетливая нота сирени присутствует, есть такое. Аромат красивый, классический, подойдет под какую-то деловую одежду или вроде как пальто.
понимаете, да, такого плана. Классическую одежду, под сапожки. Ну вот он такой, он обязывает к такому. Я бы даже сказала, что это его стиль. Если вы там работаете в офисе, например, может быть, да, неплохо. Но опять же, переборщить в таком случае не нужно. Аромат все-таки, если его переборщить, празднично яркий будет, а это ни к чему, правильно? Вот, интересный такой, приятный. Говорила я, да, что здесь тоже такая приятная древесная нота на фоне цветения. По-моему, все-таки не говорил. Так, далее. А теперь покажу аромат, который я уже активно поносила. Вот, кстати, тоже активно поносила, и практически даже не видно, что что-то закончилось. Вот распылитель также экономичный. Это Valentina Voice Viva Intensa. А данный аромат, кстати, очень-очень красивый флакон, обратите на это внимание. Здесь приятная красивая крышка. На самом деле в стиле BDSM, что ли, сделано вот такое. Хотя реклама другого характера абсолютно, там типа такой романтик и все в этом духе. Платья там какие-то чуть ли не бальные, да, вот, можно даже и так сказать. Ну, короче, а крышка вот в каком-то другом духе. Ну да ладно. Теперь о самом аромате. А вот тут другая история. Так как у меня этот аромат появился летом, я его заказала на баллы с конкурса, который проводил интернет-магазин rendezvous.ru. Вот, и летом я носила, он был симпатичен, приятен, яркий такой, интересный, фруктики больше из него, да, там, вылазили, скажем так. Но до чего он красив в холодное, прохладное, такое значительно прохладное, все-таки больше, наверное, ну, холодное тоже не зима, да, то есть такое прохладно-холодное время, боже мой, то есть вот если вы хотите узнать полную красоту, цельную вот этого аромата, то осень, холодная такая достаточно, когда уже курточки, пальтишки и так далее, это просто бомбически, офигительно. До чего он красивый. Я вот ездила на экзамен по вождению с этим ароматом, а, кстати, на экзамен по теории я ездила вот с этим, если что, Мансера, дикие фрукты. Вот, и ездили на велосипеде. Я просто кайфовала от него, какой он красивый. Причем разделить его на ноты довольно-таки проблематично, откровенно говоря. Я бы сказала, что если уж попытаться это сделать, то тут какие-то сочные фрукты, но не такие холодные, как там Мансера. То есть это такие фрукты, они не больше в гурманику, а больше даже, я не знаю во что, трудно вот сказать. Но какой-то фрукт отчетливо я здесь ощущаю. Прям такой сочный, с сочной мякотью. Ванильную ноту здесь отчетливо я слышу. Я так думаю, именно древесность дает вот эту полноценную, офигительную красоту. Он слегка пудровый, то есть его нельзя назвать пудровым полностью, но есть немного такое. Ой, я бы даже, знаете, сказала, я красную смородину здесь что ли слышу. На фоне вот такой сладости. Ой, шикарный, шикарный, просто шикарный. И я, когда ехала и наслаждалась, подумала, блин, как же круто, что именно его я на баллы выбрала. Я еще думала, я думаю, боже мой, потрясающе, вау, какая я молодец, правильно выбрала, вот правда, правда. Вот сейчас время самое с ним, друзья мои, знакомиться. Монталь Sweet Peon. Данный аромат я уже даже поносила. Нанесла его на себя, ну и в очередной раз кайфанула. Вот этот аромат, он на самом деле всегда раскрывается красиво. И летом, и весной. Ну, весной я особо его не ношу, потому что у меня есть реально весенние ароматы, как-то мне не тянет к более тяжелым. Соответственно, я его там толком не тестировала, но летом-то носила. Представьте, даже летом красивенный он. Каждый раз он прям подстроится хорошенечко под каждый сезон и звучит красиво. Это, конечно, и безусловно пион. И я здесь его отчетливо слышу. А также я здесь ощущаю кокос. Для меня это пион, кокос и пудра здесь есть, конечно. Он, в принципе, пудровый. Ну, даже не знаю, что еще выделить, какую нотку. Хотя что-то напрашивается, но не могу понять, что. Здесь такая сладость откровенная тоже есть. Вот что дает эту сладость? Не знаю, но это именно сладость как раз-таки гурманика.
тут присутствует. Красивый. Советую вам просто с ним действительно познакомиться хотя бы вот в отливанте или каким-то иным способом и понять, ваш это аромат или нет. Дело в том, что Мандаль — это мой парфюмерный дом, я уже это поняла. Следующий аромат, который я поставила на сентябрь, пока не носила, это Пако Рабан. Здесь 30 мл. В Вивраше в Литуаль. Как-то была такая хорошая цена на него, 2500 что-то такое. И как-то его было тяжело заказать при этом. Сначала мне что-то его отменили, типа нет его. Потом раз смотрю, ну есть же, как нету. Еще раз заказала и привезли в итоге, представляете? Но 30 мл. А до этого я хотела 50, но тогда я в Литуаль только покупала. Или в Ривгош. Это позже я для себя какие-то иные магазины открыла. И там не было 50 мл. Я думала, ну блин, ладно, хоть 30 закажу. В итоге 30-очка жалко, на самом деле. Ну, такого аромата должно быть много. Я тоже уже давненько его как бы не носила, чисто по памяти. И то с сэмпла пробовала. Конечно, я не была уверена, что буду в восторге, точно так же, как раньше, но оказалось, что да. Аромат очень красивый. Он реально вот для меня пахнет золотом. Есть такое. Но вот как-то вдыхаешь и ощущаешь, так вот прям картина рисуется, золотом. Я бы сказала, что здесь есть жасмин, персик, конечно же, медовая нота, отчетливая, яркая, прям сильно ощутимая медовая нота. Также, в принципе, помимо жасмина, я бы сказала, вообще белоцветочность здесь тоже есть. Ну, в основном, конечно, если уж говорить просто, если кому-то непонятно, да, то это цветочно-древесный аромат. Вот так я бы сказала. Красивый. Тоже это, наверное, ближе к классике. Или, в принципе, не только классики. Кожаные куртки хорошо. То есть кожа тоже вот такое. Его будет. Дальше, следующее, Dolce Gabbana Parfum Intense. Вот. Здесь такая бархатная, красивенная коробочка. Данный дорогущий аромат мне муж подарил как-то на 8 марта. Причем он выбрал сам. Я ему сказала, ну, я хочу парфюм на 8 марта. Вот, ну, выбери сам. Вот какой возьмешь, такой возьмешь. И в итоге муж выбрал этот. Я не знаю, передаст ли камера, потому что здесь флакон темноватый, но мне это видно. Значит, парфюма достаточно уже нету. Хотя я не могу сказать, что я им прям как-то сильно интенсивно пользовалась. Тоже почему? Да, все правильно, распылитель здесь, видимо, такой. Аромат, конечно, абсолютная гурманика. Но вы знаете, при всей своей вот этой гурманике и сладости он звучит именно как дорого. Я не знаю, как это они умудрились передать, но это так. Здесь отчетливая нота маршмеллоу. Ну вот я, пожалуй, сейчас только ее и чувствую. Ну и какой-то мускус немного. Все-таки есть. Сейчас еще, понимаете, из-за того, что я нюхаю ароматы, то постепенно я уже как бы и не понимаю толком, чем пахнет. Так, ну, какие-то я помню полностью, да. Ну, в общем, он сладенький, это гурманика. Кстати, здесь 50, по-моему, миллилитров. Да, 50 миллилитров тут. Вот, поэтому любите, если сладкие, и при этом крутые ароматы, да, не просто сладость какая-то примитивная, то вам понравится обязательно. Следующий аромат, который я себе приобрела, пока в 30 миллилитрах, тоже вот, кстати, в Литуале, иногда в Литуале, правда, бывает очень клевый, не знаю, как сейчас, а вот раньше бывали какие-то офигенные скидки, он стоил, ну, для этого аромата по очень хорошей цене. Где-то у меня есть видео, можете посмотреть, где я только его купила, сколько это именно. Ну, флаконы, во-первых, да, какой офигенный и красивый флакон, что тут говорить. Надписи на крышке. А выглядит эта бомбочка прикольно. Как называется этот аромат? И что это, да? Килиан. Давай решим спор, как взрослые в спальне голыми. Вот. Окей? Аромат сладко-кокосовый, с нотками инжира. Здесь еще такие прям молочные ноты. Прям молоко. И это, ну вот для меня реально, это аромат страсти, сексуальности. Я когда его на себя наношу, мне прям... О, вау, просто вау. Ой, даже сейчас прям кайфую нереально. Какой он прям... Я не знаю, как другие, у каждого свое восприятие. Но по факту аромат так изначально позиционировался, значит, я услышала эту мысль, значит, я ее слышу, понимаю. То есть не каждый это слышит и понимает. И как он красиво звучит, ну это просто невероятно. О, чумовой.
Кстати, мне кажется, такому аромату как раз подойдет что-то типа кожи. Ох, ладно. Следующее. Вот, оказывается, я Flower Party by Night, я это не помнила, перенесла на сентябрь. Значит, буду, может быть, его попробую поносить, найду для этого время. Следующий аромат, который как нельзя, кстати, подходит к холодному времени года, Suspira Erba Pura. Пиди Пари прислали мне на обзор этот аромат. Ну, не я сама выбрала. Он такой прям... Вот просто... Не знаю, как еще его описать. Ладан, здесь отчетливо и ярко слышен ладан и сладкие ноты. Причем что за сладость? Что-то напоминает, вот название крутится в голове, но... Блин, ну как же это называется? Ну, пофигу, не могу сейчас вам сказать. Ладан и что-то такое сладкое-сладкое. Ну, это звучит вот прям, как я вам уже сказала, и это красиво, кстати. Ну, во всяком случае, мне нравится. Следующее, что я поставила, это Ивраше черная ваниль. В коробочке. Вот он какой аромат. Точнее, флакон, да, красивый, старенький флакон. Это уже ретро-флакон. Конечно, обалденный, что там говорить. Аромат холодный, черный, прекрасный ванили. Вдыхая его, мне все время представляется осенний лес, где я иду, бреду, под ногами шуршат листья, небо синее, но при этом на улице прохладно уже, ощутимо. А я иду, и такая гармония на душе, так классно, все хорошо, ты идешь, наслаждаешься вот этим всем вокруг. И при этом это где-то там, где нет людей, реально можно погрузиться в тишину и красоту леса. Но он осенний, он красивый очень аромат. Жаль, что Ивраше сняли такую красотень с производства. Можно было бы его взять. И да, жаль, что в свое время я его не купила в большем объеме. Но да ладно, что прошло, как говорится, то прошло. Следующий, моя прелесть, моя любовь. Dolce Gabbana The One. Красавец. Вы знаете, с ним произошла такая интересная история. Я ехала на велосипеде, передо мной шла девушка, и от нее явно пахло этим ароматом. Я его узнала. Ну, блин, мне на ней он что-то вообще так не понравился. Как-то он звучал плосковато, что ли, да. То есть я чувствовала вот эту ментоловую ноту, которая здесь есть, и сладость на фоне, но это звучало вот прям даже немножко раздражающе. И нет, она не переборщила, просто на ней звучало так. Ну, я это поняла позже. А тогда я думала, что, может быть, я в нем уже разочаровался, мне больше не нравится. А нет, когда я на себе его начала носить, я просто хожу и кайфую, насколько он на мне красиво, интересно и офигительно играет. Так что же здесь? Медовая сладость, прям именно медовая, с ментолом и белыми цветами. Просто вау! Я сейчас в нем постоянно хожу, и мне он безумно нравится. Ой, какой красивый. Хорошо, что у меня еще есть в запасе. Сколько там, какой большой объем? Там 100, по-моему, как раз 100, да, миллилитров. Вообще я рада. Также Faberlic Donna Felice. Тоже этот аромат я поставила. Мне показалось, что он достаточно осенний. И я сейчас также по-прежнему считаю. Это сицилийские апельсины и древесность. В принципе, больше здесь ничего нет. Ну и немного такая бумажная нота какая-то. И это красиво, приятно. Ну, в принципе, наверное, просто, ну, в этом что-то есть. Все-таки приятненький, он такой осенний, витаминки. Ну, а по ароматизации, здесь просто колпачок, где-то упал, найду. По классике жанра уже тоже. Аромио, это Black Amber Relax Faberlic и Daisy Bota Positive. Вот и все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю удачи. Всем пока!